Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на очередной лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми, и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать работу нашего канала донатом по ссылке в описании видео. Благодаря вашей поддержке наши ресурсы остаются бесплатными для всех. Большое вам спасибо. Сегодня я отвечу на один из самых часто задаваемых интересующимися устройством Вселенной вопросов. Есть ли на самом деле инопланетяне? Какие они? И посещают ли они нашу планету? Приступим. Мало есть на свете людей, кто не задумывался бы над вопросами, существуют ли инопланетяне, посещают ли они Землю и когда состоится первый контакт человечества с разумными жителями других планет. Мы поднимаем глаза к небу в отчаянных поисках там подтверждения того, что мы не одиноки в бесконечной Вселенной. Строим телескопы и запускаем искусственные спутники. И не находим такового подтверждения, хотя внутренний голос и разумная логика подсказывают: невозможно, чтобы в такой огромной Вселенной не существовало других представителей жизни и иных миров. Действительно, это невозможно. И они абсолютно точно существуют. Поэтому мы и продолжаем поиски, вкладывая в них триллионы долларов, а наша надежда на то, что мы не одиноки, никогда не умирает. Внутренняя наитивная уверенность, неосознаваемая память нашей души, на время накрытая пеленой забвения, не дает нам остановиться. Но человечество раз за разом совершает одну и ту же ошибку, закрывающую от него важные знания, ведущие к прорыву в духовном и техническом прогрессе. Эта ошибка – смотреть на все с точки зрения материального уровня сущего и верить только в то, что можно увидеть глазами и пощупать руками. Поэтому и поиски инопланетной жизни ведутся исключительно в физической части мироздания, а люди оперируют материальными стереотипами и ожидают увидеть медленно спускающуюся с неба летающую тарелку, из иллюминатора которой будет радостно махать щупальцем зеленый человечек с известного плаката агента Малдера из сериала «Секретные материалы». Существующие во Вселенной физические расстояния между планетами, звездными системами и галактиками, а также действующие в физических областях мироздания законы, очевидно, исключают возможность контакта между представителями разных миров. Они настолько громадны, что преодолеть их при помощи физических же технических устройств попросту невозможно, и, скорее всего, будет невозможно всегда. Воплощенной цивилизации для преодоления этих законов и расстояний, а также изобретения соответствующих этой цели устройств, попросту не хватит времени. Кроме того, такое устройство физического уровня Вселенной, на котором точки существования жизни настолько удалены друг от друга, определенно не случайно и осуществлено с мудрым замыслом, очевидным для Творца, но пока являющимся загадкой для нас. Поскольку все во Вселенной сотворено с замыслом, и этот замысел считывается везде и всюду, едва ли можно предполагать, что именно такое размещение планет, звездных систем и галактик не имеет логичного замысла. Вполне возможно, это сделано с пониманием природы биологического сознания воплощенных существ и ее склонности все время впадать в склоки и розни, дележку территорий и ресурсов, вести войны, уничтожать друг друга и разрушать места пребывания до основания. Разместив точки пребывания биологической жизни настолько далеко друг от друга,
Вероятно, Творец исключил возможность физических межпланетных и межгалактических контактов и обязательно следующих за ними войн с их разрушительным влиянием на Вселенную и проживающих в ней существ. Что обычно делают с дерущимися детьми? Верно, разводят по углам и пресекают дальнейшие контакты. Если же подняться мышлением и восприятием над материей и посмотреть на этот вопрос с точки зрения духа, становятся очевидны совсем другие расклады. На протяжении сотен лет экстрасенсы, медиумы, одаренные внечувственным восприятием люди, внетелесные путешественники и исследователи жизни после смерти и тонких уровней мироздания сообщают о том, что пространство вокруг нас заполнено огромным количеством разных существ не физической природы. Этому есть и документальные доказательства, фотографии и видеозаписи, ознакомиться с которыми можно, изучив литературу в приложении к любой нашей книге цикла «Жизнь после жизни есть, я знаю» или в нашем одноименном телеграм-канале. Эти существа могут быть духами умерших людей, так называемых работников того света, ангелов-хранителей, сознаниями спящих жителей планеты, представителями никогда не воплощавшихся нефизических видов, наподобие каких-нибудь лярв или вообще странными, неведомыми и непознаваемыми сущностями. Среди неведомых и непознаваемых как раз и встречаются те, кто не живет и никогда не жил на планете Земля, а являются выходцами из других миров, ближних и далеких звездных систем или галактик. Обладая физической формой, они ни за что и никогда не добрались бы до Земли, но в духовной форме преспокойно преодолевают миллионы световых лет за мгновение и оказываются здесь, среди нас. Это возможно, поскольку ограничение на скорость перемещения не быстрее скорости света существует только в материальной части мироздания. В духовной же части этого ограничения нет, и движение может осуществляться со скоростью мысли, без какого-либо разрушительного влияния на тело обладателя перемещающегося сознания. Если бы вы взглянули вокруг себя незамутненным материей ясновидческим взглядом, то увидели бы огромное количество нефизических сущностей, включая инопланетян. Все они рядом с нами в любой момент времени. Они болтают, взаимодействуют друг с другом, перемещаются и занимаются своими делами, но мы их не видим и до поры не увидим. Однако это не означает, что их нет. Чтобы упрощенно понять, как это работает, вы можете посмотреть замечательный фильм Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». И в частности, сцену с посещением главными героями космического рынка, находящегося в отличном от их собственного измерения. Помимо сказанного о странных, неведомых и непознаваемых формах, инопланетяне могут быть вполне понятны и познаваемы, если в предыдущих жизнях они воплощались и облекали себя плотью на других планетах. Вы можете не догадываться об этом, но ваша любимая тетя легко могла прибыть сюда из другой галактики. Что вы говорите? Вы всегда подозревали это, глядя на нее? Ну вот что и следовало доказать. И даже мы с вами сами вполне можем быть инопланетянами, проводившими предыдущий отрезок физического воплощения где-нибудь в системе Проксима Центавра. Контакт людей с инопланетянами состоялся уже очень давно. В потустороннем мире он не считается чем-то удивительным и шокирующим. Он также обычен и зауряден, как для воплощенных людей поход в булочную или поездка на метро. Вероятнее всего и вы, мой дорогой друг, уже не раз контактировали с инопланетянами и даже общались с ними, но даже не осознали этого.
Это могло произойти во время ваших ночных путешествий по тонкому миру, называемых снами, или же посредством уже разбиравшегося нами в предыдущих лекциях несловесного или неосознаваемого для биологического сознания общения между духовными формами жизни. Инопланетяне давно среди нас. Только не так, как вы думаете, и не так, как вы ожидаете это увидеть. Но не огорчайтесь слишком сильно, потому что у вас еще обязательно будет возможность познакомиться с ними поближе и узнать много новой, увлекательной и интересной информации. Всему свое время. Ну а на сегодня это все, дорогие друзья. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти в целом и по этой лекции в частности, а также познавательные статьи о потустороннем мире вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем YouTube-канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.